Всем пламенный привет! Меня зовут Герман Шестеров, и это канал IT Mind. Мы обучаем бизнес-анализу в IT, делаем это вполне круто. В этом видео мы поговорим о требованиях. Требования – это то основное, зачем бизнес-аналитик как в IT, так и вне него, а есть много и таких аналитиков, в принципе существует. Ключевые задачи аналитика связаны с работой с требованиями, а потому, чтобы круто делать свою работу, нужно понимать матчасть, хотя бы на базовом уровне. И начать тут хотелось бы с того, что такое требование в принципе. Одна из основных проблем бизнес-анализа как профессиональной области в том, что это не математика. Универсальных понятий здесь нет, и все спецы в этой отрасли, они как художники. Как видят для себя картину, то и продвигают в массы. А потому и аналитики, бизнес, системные, продакт-оунеры в некоторых местах, постановщики задач и прочие люди с похожими обязанностями часто работают так, как повелось. И неважно, есть ли понимание этой самой базы, верное ли оно, то есть хорошо ли работает в контексте проектов. И в этом видео мы поделимся одним из наиболее популярных и уж точно рабочих подходов к пониманию того, что такое требования, чем опасно не уметь с ними правильно работать и какими они бывают. Плюс мы разберем первый уровень этих ваших требований – требования бизнеса. Итак, требования. В ногу с тем, что я только что пояснил, определений этого понятия у нас море. Вот некоторые из них, думается, наиболее популярные. Requirement – a usable representation of a need. Ладно, прочь наш сельский английский, давайте переведем. Требование – это пригодное к использованию представление нужды или потребности. Мне хочется плакать. Голову можно сломать от похоже звучащих слов. Потребность, которую видит стейкхолдер, заинтересованное лицо, возможности или свойства, которые система должна обладать, задокументированное представление потребностей, возможностей или свойств. Что-то похожее на первый вариант, только букв побольше. Следующий вариант. Формулировка потребности или цели заказчика, или условия или возможности, которыми продукт должен обладать, чтобы удовлетворить эту самую потребность или цель. Или свойства, которым продукт должен обладать, чтобы предоставить стейкхолдеру некоторую ценность. Как видите, расшифровки весьма схожи, и различия, если они и есть, то они в нюансах. И это все замечательные определения. Если их соединить, то получится вполне точная и полная картина. Но мы же поясняем на пальцах, а потому давайте переведем с птичьего. Требование – это то, что кому-либо необходимо касательно некоего решения. Что за решение? О чем вообще речь? Что происходит? Вы как аналитик – часть команды разработки. Как IT-аналитик вы часть команды разработки IT-продукта. Как не IT-аналитик вы часть команды, которая может делать, все что угодно, скажем так. Настраивать процессы кому-то, заниматься обучением кого-то, оказывать услуги любого рода, например, точить детали, пилить доски. Все то, что является плодом труда команды. То есть это свой IT-продукт, заказная IT-система для бизнеса. Обучение, настроенные процессы, распиленные доски – это все решения. Почему называется оно решением, или solution по-английски? А потому что это что-то, что делается в ответ на какую-то проблему того, кто это заказал. То есть заказчик с какой-то проблемой. И чтобы эту проблему решить, мы разрабатываем, продаем или оказываем какое-то решение. Так вот, требование, повторим, это то, что от решения кому-то нужно. И получается довольно простая картина. Чтобы команда разработала классное решение, аналитик должен понять и сообщить ей все требования к этому решению. То есть то, что от него хотят заказчик и прочие важные люди. Именно в таком случае решение понравится всем, кому оно должно понравиться. И в этом, как мы уже говорили ранее, и есть ключевая суть работы аналитика. Если вы соберете требования не у всех, или не все, или неверно их поймете, или неверно их расскажете команде, а для всех этих вопросов у аналитика есть классные работающие техники и подходы, то ваша команда сделает что-то не то, а это, как несложно догадаться, печалька. И первый шаг на пути к тому, чтобы делать это качественно, это хорошо понимать, а какими требования вообще бывают, что мне собирать, о чем мне людей спрашивать. Как и с определением,
С классификацией требований на просторах интернета и в литературе все не очень просто. Мы не будем стопориться на том, что употребляли разные авторы, придумывая те или иные подходы, а разберем наиболее популярную картину того, какими требования бывают. И если пока что без погружения в детали, то требования у нас бывают вот такими. Как видите, не все требования говорят непосредственно о том, каким должно быть решение. Об этом у нас только третий, последний уровень. А начинать рекомендуется с первого и идти дальше по цепочке. И чтобы это было простым для уразумения, давайте рассмотрим каждый уровень на примере как раз не айтишном. IT-системы штука непростая, замороченная и трудоемкая. Но по сути своей, как вы дальше увидите, неважно, к чему относятся требования, к какому решению. Их структура и последовательность прекрасно работают в себе и на простых примерах. И давайте представим, что вы себе заказываете кран. То есть обычный водопроводный кран. Смеситель. Помыться там, водички попить, вещи постирать. И представим, что у той команды, которая вам этот кран привезет и установит, есть некий консультант. То есть у нас, по сути, есть, хоть и не в наших терминах, команда разработки решения. То есть в нашем примере это те, кто оказывают услуги по покупке и установке крана. А в ней, в этой команде, среди бравых краноустановщиков есть бизнес-аналитик Петя. Это вот этот наш консультант. А есть к тому же еще и вы, заказчик этого решения. Петя приезжает к вам и в лучших традициях бизнес-аналитика, вооружившись диктофоном, лампой, паяльником и прочими пыточными средствами, начинает вас опрашивать, то есть извлекать такой вот прижившийся термин из вас требования касательно крана. Причем у Пети есть два варианта. Вариант номер раз. Петя не очень хороший аналитик. Петя не понимает, что такое требование, и знает только лишь, что нужно понять, что заказчику нужно от крана, и послужить передастом, то есть передать ртом команде разработки то, что от вас прилетело ему в уши. И в зависимости от того, насколько вы лично как заказчик словоохотливы, результат, соответственно, может быть разным. Какие тут могут быть вариации? А мне нужен кран, сделайте по красоте, а то старый кран у меня поломатый. Б. Ситуация, когда вы много чего Пете расскажете о том, чего вы хотите, и, допустим, это вот так. Нужен кран, не отечественный, качественный хочу. Воду регулировать хочу поворотником, и чтобы стоил не дороже $100. Рабочий ли это вариант? В первом случае едва ли. Потому что вероятность того, что вам привезут и поставят не совсем то, что хотелось, весьма неиллюзорна. Во втором случае, зависит от того, насколько вы, Петя, удачливы по жизни, насколько вы не придирчивы как человек и того, как выстроятся планеты в небе в день установки крана. Вероятно, при стечении всех обстоятельств это будет вполне рабочим вариантом. То есть все вовлеченные в этот процесс останутся более-менее довольными. А устраивает ли нас такая вероятностность и такой вот оттенок более-менее? В IT-проектах, на которые обычно тратятся бабки, это едва ли оптимальный вариант. Но, спойлер, даже в IT-проектах есть аналитики, которые работают так, как Петя в ситуации, описанной выше. Земля пухом таким командам. Теперь вариант номер 2. Петя у нас тренированный. Он овладел тайными искусствами Шаолиня в области бизнес-анализа, и Петя знает, как нужно работать с требованиями с учетом того, какими они бывают. И Петя начинает свой допрос вас с бизнес-требований, с самого высокого уровня. Давайте сначала о том, что же такое бизнес-требование. Бизнес-требование – это, внезапно, Карл, требование уровня бизнеса, а если точнее, требование уровня организации, которая является заказчиком решения. Или заказчика как физического лица, если заказ идет не от лица организации. В общем, требование того уровня, откуда вам, как исполнителям, летит денежка. Важно понимать, что заказчик решения не всегда будет бизнесом, именно в коммерческом понимании этого слова. У нас в примере заказчик это вообще физическое лицо, там бизнесом даже и не пахнет. И такое бывает иногда и в IT-проектах. Если в целом, то бизнес-требования – это глобальные цели заказчика, которые ему нужно достичь с помощью решения. И цели эти должны давать ответ на довольно простой вопрос. Зачем заказчику нужно решение? Ради чего он готов вкладывать бабло в разработку решения?
То есть Вася у нас такой: слышь, заказчик, а зачем тебе покупка и установка крана? В ответ Вася может услышать то, что мы озвучивали в примерах выше. Помыться, воду попить и тому подобное. Но будьте внимательны, это не бизнес-требования. Это все варианты использования крана одним конкретным человеком. И их как способов использования, так и людей, которые что-то хотят от крана, может быть много, десятки и сотни. И на самом деле это ответы на вопрос, а что конкретно я, кого вы сейчас спрашиваете, хотел бы делать с краном. Бизнес же требования, если чуть внимательнее к ним присмотреться, должны описывать мотивацию деньгодателя, то есть мотивацию тех, кто заказывает решение. Как на них правильно выйти? Чтобы это понять, нам нужно рассмотреть еще один пласт информации, который является основой для бизнес-требований. Бизнес-потребность. Не спешите грустить, все довольно просто. Помните, что одним из определений требований было: требование – это пригодное к использованию представление потребности. Так вот, потребность здесь, need, это как раз вот эта самая нужда, и потребность, соответственно. Как формулируется эта самая нужда, потребность? Чаще всего она выражается в виде проблемы. То есть это описание проблемы, которая есть у каких-то конкретных людей или организаций. И заметьте здесь разницу. Требования – это чего человек хочет. Они направлены в будущее. А потребность или нужда – это что у человека болит. Это о настоящем, о сейчас. В нашем случае, так как мы пока на самом высоком уровне требований, нас интересует именно бизнес-нужда, бизнес-потребность или бизнес-need. Это то, что болит у организации, у заказчика, который платит деньги. Какие проблемы общего плана он пришел к нам решать и поэтому платит нам деньги за некое решение. Давайте попробуем сформулировать это для нашей ситуации с краном. Вася такой напряг каждый пункт своего IQ и задает соответствующий вопрос. Какую проблему ваша семья испытывает, раз вы решили обратиться к нам за установкой крана? И заказчик такой: ты что, гребаный психотерапевт, что ли? Кран мне запили? Или как-то так. В смысле, у меня нет крана, вот моя проблема. И снова будьте внимательны. Это еще одна из ловушек. Формулировка проблемы в виде «у меня нет решения». Отсутствие решения – это не потребность. Потребность должна отражать мотивацию потратить деньги на поиск и разработку решения. Отсутствие крана – это не описание того, что болит, в чем плохость нынешней ситуации. А вот ответ на вопрос «почему отсутствие крана – это грустяшка?» скорее всего, будет вполне себе хорошей потребностью. Например, такой ответ. У семьи, то бишь тут фигурирует организация-заказчик, чувствуете, да? Нет воды в ванной. Вот оно, описание потребности. Соответственно, мы легко и красиво можем продолжить это фразой: а потому мы решили вложить деньги в решение покупка и установка крана. Надо ли нам тут почемучкать дальше? То есть, а чем плохо то, что нет воды в ванной? И, кстати, у аналитика есть несколько классных техник, которые позволяют довольно-таки эффективно систематизировать и копать бизнес-потребности клиентов. Так вот, надо ли нам почемучкать? С этим вопросом уже не все так однозначно. Вам нужно решить, какого уровня проблемы вы, как исполнитель, решаете. Если вы сантехническая компания, то у вас есть квалификация и полномочия решать проблему уровня «нет воды в ванной». А что, в принципе, мог бы ответить наш дорогой заказчик в ответ на вопрос: а чем это плохо? Тут есть варианты. Либо начинается круговерть со спуском опять в детали, тем, что нужно как-то помыться, попить, носки постирать. То есть мы опять спускаемся в варианты использования крана конкретным человеком. Либо же заказчик у нас философ и действительно поднимется на уровень выше, то есть в корень мотивации. Семья испытывает от этого дискомфорт, и вообще дом у нас превращается в токсичную среду. И теперь вопрос. Если вы сантехническая компания, то в состоянии ли вы в плане квалификации и вектора вашей деятельности решать проблему уровня «семья испытывает дискомфорт»?
Наверное, нет. Вы решаете проблемы с водой. А потому и тот уровень ниже, который был до этого, и описывал эту самую печальку, что, мол, в ванной нет воды, и это как раз по вашему профилю. Такое явление порой наблюдается и на IT-проектах. Аналитики пытаются вывести все на максимальный корневой уровень, то есть на логику прибыли и издержек, хотя гораздо проще и, главное, правильнее с точки зрения того, какой уровень вам доверили, работать с проблемами в процессах организации, которые привели к необходимости IT-системы. И вот теперь, когда мы поняли бизнес-потребность или потребности, самое время формулировать бизнес-требования. Напоминаю, что это равно цели. И цели эти, а мы называем их бизнес-целями, описывают в виде внезапно целей вектор реализации бизнес-потребности. То есть проблема «нет воды», тогда цель на базе этого будет обеспечить наличие воды к ванной, например, к субботе. И обратите внимание, что на этом уровне, то есть на уровне бизнес-требований, мы пока не оперируем конкретными решениями. Это важно. Не поставить кран к субботе, а обеспечить наличие воды. Это одна из типовых ошибок на этом этапе, и она опасна. Чем опасно? А дело в том, что определять, в чем действительно состоит самое огненное решение, аналитик будет и должен после формулировки бизнес-потребностей и после формулировки бизнес-целей. Идеально говоря, в процессе работы с потребностями и целями аналитик не должен думать о том, как решать эту проблему, чтобы избежать ментальной привязки к какому-либо решению. И снова наподобие того, как мы ранее рассматривали, чтобы это продемонстрировать, давайте представим два варианта. Вариант первый. Петя формулирует такое вот бизнес-требование на базе проблемы «нет воды в ванной». Установить кран к субботе. Ну что, нет, очевидно же, да, воды нет, заказчик хочет именно кран, давайте покупать и ставить. И теперь второй вариант, в котором Петя у нас эксперт сотого левела в бизнес-анализе. И он формулирует немножко иное бизнес-требование. Обеспечить воду в ванной к субботе. И теперь Петя начинает исследовать квартиру. А почему нет воды и какие, исходя из этого, есть варианты решений? Например, старый кран в порядке и проблема в каких-то шлангах. Оптимальным решением было бы тут покупать новый кран. Или же старый кран не в порядке, но его можно дешево починить. То бишь, дорогой заказчик, а починить старый кран тебе не хотелось бы? Мы такое тоже умеем. И лишь в одном из возможных путей, когда со шлангами все в порядке, старый кран не фиксится, крутым решением будет заменить кран на новый. Сравните варианты, в каком из них мы причиним заказчику больше пользы. Там, где мы сразу привязались к решению и этой тактики упорно придерживаемся, или где мы выложили перед заказчиком все альтернативы, описали их плюсы, минусы и сказали «выбирай». Полагаю, тут все понятно. Поэтому повторимся, на уровне работы с бизнес-потребностями и бизнес-требованиями старайтесь не привязываться к какому-либо решению. Сначала определите цели, стоящие за этим. Что еще можно сказать о бизнес-требованиях? Во-первых, как мы уже косвенно рассматривали, их может быть несколько. Причин проекта по разработке решения может быть несколько. Не фиксируйтесь только на одной какой-то, пусть даже и основной, цели. Во-вторых, раз уж у нас бизнес-требования формулируются в виде бизнес-целей, то есть в усмерть заколебавшая всех по бизнес-тренингам и тренингам личностного роста аббревиатура SMART, то есть цели должны быть по SMART. Но не спешите фейспалмить, это действительно может помочь сделать ваши бизнес-цели круче. Соответственно, начнем мы с постулата. В идеале, по возможности, цели должны соответствовать SMART. Что такое SMART? Specific, конкретные, точные. Когда вы формулируете бизнес-цель, вы должны точно понимать, что она описывает. Это не должно быть философской абстракцией, которую нельзя пощупать. Например, обеспечить семью комфортом в ванной к субботе. Что за комфорт? Как семья его понимает? Как мы его померяем? Тут непонятно ни ху. В общем, ничего. И вот обеспечить водой – это уже четенько и прозрачненько. Дать воду в ванной. Measurable – измеримый. То есть вы должны, когда придет время, мочь точно сказать, достигнута цель или нет. Есть вода?
нет воды. Тут вроде как все понятно. Да, можно доколебаться, что напор может быть разным этой самой водички и прочие какие-то детали, но давайте не будем духотой заниматься, и в нашем примере с водой хватит и критерия выше. Но представьте себе цель из реальных IT-проектов, допустим, сократить время секретаря Маши на возню с бумагами. Да, мы тут тоже можем в точку достижения цели точно сказать, сократили мы или не сократили это время, но решит ли проблемы организации сокращение этого самого времени на 1%, а на 17%, а на 99%? Нам нужно понимать достижение цели в каком масштабе будет являться решением проблемы заказчика и уметь потом померить, достигли мы цели или не достигли. Следующее A, achievable. Цель в текущих обстоятельствах должна быть достижимой. Никаких розовых единорогов и неисполнимых мечт. Например, если сегодня пятница вечер, а у нас цель обеспечить воду в ванной к субботе, то цель по параметру точки достижения может казаться не очень реалистичной. Оно на самом деле, вероятно, зависит от того, каким будет решение, и именно может потребоваться даже на данном этапе порассуждать о вариантах решений, но это именно что порассуждать. Или же любой иной контекст может также повлиять на недостижимость цели. R. Relevant. Релевантный. Цель должна быть уместной для той причины, на базе которой она сформулирована. То бишь, у нас это бизнес-потребности. Именно они порождают цели. И если на базе потребностей нет воды в ванной, вы сформулировали бы цель провести воду на кухню, ну а кто его знает, что вы там курили в процессе беседы с заказчиком, то получившаяся цель будет нерелевантной ее источнику, ее первопричине. Ну и последнее это TT, time bound, привязанное ко времени. То бишь у нас тут суббота. И если бы мы не пометили, когда заказчику важно решить проблему, то и работать можно, хоть год, пока заказчик не привыкнет к наличию этой самой проблемы и к тому, что мы тут ленивые ублюдки. Повторимся. Начинать проработку требований стоит с бизнес-требований, причин того, почему заказчик инвестирует в разработку решения, векторов устранения тех проблем, которые привели заказчика к необходимости тратить деньги. Если рассуждать о бизнес-анализе глубже, то на самом деле не во всех проектах это уместно и сработает. Грубо говоря, не все заказчики посмотрят на консультанта-сантехника Петю одобрительно, когда он начнет нежно шептать: а давайте поговорим об этом и о ваших проблемах, которые привели к желанию поставить кран. Но это уже нюансы за рамками данного видео. В следующих видео мы поговорим с вами о том, к каким требованиям нужно переходить после формулировки бизнес-требований. Ну а пока, как любят говорить, лайки, подписка, колокольчики там всякие. В общем, спасибо вам за внимание и всего вам огненного.